Есть семьи, которые строят дома, а есть семьи, которые строят империи. Это история о том, где кирпич ложится не просто на раствор, а на амбиции, упрямство и неповерную веру в собственное величие. Именно так начинается путь династии, которая сделала свое имя товаром, фасадом и брендом, от которого сегодня содрогается весь мир. Have you seen what's happening at the White House? И все началось вовсе не с золота, небоскребов и президентских люксов, а с одного скромного парня из Баварии, который сбежал от армии и мечтал просто вырваться наверх. Фридрих Трамп звучит как имя персонажа из старого романа о золотой лихорадке. Но этот немец был не романтиком, а настоящим авантюристом. Помогал цирюльнику, потом строил бордели и отели для шахтеров. Да-да, будущая империя росла буквально на пьяных клиентах и запахе дешевого виски. Он не был расточительным, а наоборот, чувствовал момент. Когда Канада начала закрывать нелегальные заведения, он все продал и сбежал. Не разорился, а спасся. Его сын, Фред Крис Трамп, уже не беглец, а настоящий строитель. Он работал руками, спал по 3 часа в сутки и продавал панельки для простых американцев. Не Манхэттен, а Бруклин. Не люкс, а квадратные метры по доступной цене. Он не любил рисковать, но гений маркетинга в нем уже просыпался. Пока страна переживала Великую депрессию, Фред зарабатывал миллионы. Он не крал, он договаривался. Государство щедро выдавало кредиты, а Фред умел быть в нужное время в нужных руках. К моменту Второй мировой он уже строил казармы, потом дома для ветеранов. Американская мечта — скорее немецкая педантичность в американской обертке. А потом появился он. The President of the United States, President Trump. U.S. President Donald Trump. President Trump. President Trump. President Trump. Парень, который не хотел быть как отец, который не хотел строить дешевое жилье в Бруклине. Он хотел Манхэттен. Башни из стекла и золота, каскады люкса, свое имя на фасадах. Он хотел не просто зарабатывать, он хотел, чтобы про него говорили. Ему не хватало кинематографа, поэтому он превратил жизнь в кино, где роли реальные, а сценарий он пишет сам. Скандалы, банкротство, любовницы, миллионы, отели, казино, телешоу, суды и даже мемы. Все это не череда случайностей, это маркетинг, это шоу, это бизнес. И если его дед продавал постели в борделях, отец квартиры в Бруклине, то он продавал не здание, а себя. Именно с этого момента начинается история самой противоречивой бизнес-династии 20 века. История о том, как фамилия, написанная золотыми буквами на небоскребах, стала символом как богатства, так и краха. Кто он, Дональд Трамп? Гениальный строитель империи или человек, превративший собственную фамилию в шоу? Добро пожаловать в династию Трампа. Я самый молодой член этого клуба. Это достижение. Причем огромное. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как строится настоящая империя и к чему может привести та самая американская мечта. А еще в конце ролика вас будет ждать приятный бонус. Америка конца 19 века – это не страна возможностей. Это страна, где выживает тот, кто умеет вовремя рискнуть. И первым, кто понял это в семье Трампов, был Фридрих Трум. Он родился в 1869 году в маленьком немецком городке Кальштадт. Когда ему было 14 лет, мать отправила его в соседний Франкенталь работать подмастерьем цирюльника и учиться ремеслу. Обычный парень, сын винодела, без наследства, без титула, без будущего. Но с одной важной чертой. Он не любил, когда ему приказывают. И когда в Германии пришло время идти в армию, Фридрих сделал то, что позже станет фирменным почерком его внука, Дональда. Он просто исчез. Точнее, сбежал. Сел на пароход и уехал в Америку. Это был не побег из страны, это было бегство к себе. Паспорт, выданный ему в 1885 году, до сих пор хранится в архивах. В графе «Цель поездки» одно слово – работа. Он не знал, где будет жить, кем станет и сколько вообще проживет, но точно знал, что останется не там, где родился. В Нью-Йорке юный Фридрих снимает угол у родственников и на следующий день устраивается подмастерьем к цирюльнику. 6 лет он бреет, стрижет, полирует головы иммигрантов, слушает их истории и копит деньги. В этом есть что-то символичное. Первая профессия в династии не строитель, не банкир, а парикмахер. Он не возводил здания, он простриг путь к своему будущему. Но Фридрих был не тем, кто всю жизнь будет работать за чаевые. Когда Америка захлебывалась от золотой лихорадки, он понял, настоящие деньги не в золоте, а в тех, кто его ищет.
Он собирает все, что у него есть, и едет на север, в Сиэтл. На свои сбережения в несколько сотен долларов он купил закусочную Poodle Dog, которую переименовал в Dairy Restaurant и снабдил его новыми столами, стульями и другими предметами интерьера. В рекламе было заявлено, что заведение включает в себя комнаты для дам, распространенный термин того времени, обозначающий проституцию. Финансовый отчет говорит сам за себя. Прибыль пошла. И впервые фамилия Трумп начинает ассоциироваться с деньгами. 14 февраля 1894 года Фридрих Трамп продал свой Dairy Restaurant и отправился в Монте-Кристо, шахтерский городок штата Вашингтон, где после открытия залежей золота и серебра ожидался настоящий бум. Слухи о вхождениях Рокфеллера в соседний Эверетт подогревали ажиотаж, и тысячи старателей хлынули в регион в поисках богатства. Перед отъездом Трамп успел купить 40 акров земли неподалеку от Сиэтла, первую крупную недвижимость семьи. В Монте-Кристо он выбрал участок рядом с будущей железнодорожной станцией и построил пансионат, ставший временным пристанищем для шахтеров. Несмотря на судебные тяжбы за землю и хаос в управлении, его предприятие приносило доход, а самого Трампа вскоре избрали мировым судьей города, признание которого он явно добивался. Но золотая лихорадка быстро угасла, запасы оказались скудными, а Рокфеллер свернул свои инвестиции, оставив регион в кризисе. Когда в 1896 году шахты опустели, Трамп продал большую часть имущества и вернулся в Сиэтл. Там он вновь открыл ресторан, на этот раз на Черри-стрит, где дела пошли настолько успешно, что он погасил долг за 4 недели. Финансируя старателей в Юконе, он сумел получить часть прибыли от их находок и вскоре собрал достаточно средств, чтобы самому отправиться на север, навстречу новой волне золотой лихорадки Клондайка. Так начался новый решающий этап его пути, от владельца пансиона в глуши до предпринимателя, почувствовавшего вкус настоящих денег. Когда Фридрих Трамп отправился на Юкон, он вовсе не собирался копать золото. Он ехал зарабатывать там, где копают другие. Вместо кирки и тачки он выбрал сковороду и кровать. Трамп со своим партнером Эрнестом Левином открыл первую точку – ресторан-палатку, где главным блюдом была свежезабитая, быстро замороженная лошадь. Да, буквально местные шахтеры ели ее с благодарностью, ведь на Юконе золото блестело не только в песке, но и в глазах тех, кто неделями не видел горячей еды. И вот на фоне промерзших перевалов Фридрих, кажется, понял главный принцип своего рода. Не обязательно быть самым сильным или смелым, достаточно вовремя поставить кассу там, где толпа готова платить. Когда они с партнером перебрались в городок Беннет, началась новая глава. Роскошный Arctic House. Еда, азартные игры, женщины, музыка до утра. Это был своего рода бутик гедонизма среди вечной мерзлоты. Представьте, свежее мясо, фрукты, комната для дам. Заведение приносило целое состояние, и когда власти решили закрутить гайки, Трумп, как всегда, вовремя ушел. Продал долю, покинул Юкон и снова без потерь. Вот она классика. Пока одни утопали в пьяных долгах и золотоносных мечтах, Фридрих уже паковал чемоданы. Он не был шахтером, он был человеком, который всегда верил в то, что золото всегда находится там, где его тратят. Так его потомок будет уходить из банкротств, оставляя других с долгами, а себя с брендом. В 1901 году он возвращается в Германию. Богатый, уверенный, с мечтой начать новую жизнь. Он женится на девушке из своей родной деревни, Элизабет Крист. Планирует остаться, построить дом, открыть гостиницу уже в Европе. Но родина не ждала блудного сына. Германские власти вспоминают, Фридрих когда-то уклонился от службы. И теперь уже успешного предпринимателя просто лишают гражданства. Выселяют. Формулировка в документе сухая. Покинул страну незаконно, уклоняясь от военной повинности. Ирония судьбы. Именно это изгнание сделает его фамилию навсегда американской. Когда он возвращается в США, фамилию начинают писать на английский манер – Трамп. В немецком она звучала как Трумп, но в американском произношении стало Трамп. Писание с буквой А сохранилось, а вот звучание поменялось, потому что в США никто не произносил немецкое У через губы. Так фамилия Трумп стала Трампом. И если подумать, это не просто орфографическая деталь, это момент, когда семья окончательно перестает быть немецкой и становится американской. Они буквально переименовали себя под новую жизнь. После возвращения в Нью-Йорк Фридрих открывает семейное дело и называют компанию в честь своей жены Элизабет. Именно с этого начинается то, что потом Дональд назовет наследием гения. Но вначале этого всего лишь небольшая компания, занимающаяся куплей-продажей участков в Куинсе. Фридрих скупает землю во времена, когда другие боятся кризиса. Он не инвестор, не архитектор, не маркетолог, он
интуитивный предприниматель. Человек, который просто чует момент. В 1918 году во время пандемии испанского гриппа Фридрих заболевает. Ему всего 49. Он умирает внезапно, оставляя жену и 3 детей. Официально пневмония, неофициально начало легенды. После его смерти Элизабет берет управление бизнесом в свои руки. Именно она, вдова эмигранта, держит компанию на плаву. Переоформляет документы, сохраняет фамилию, а потом передает дело своему сыну, Фреду. Так рождается второй столб империи Трампов. Если смотреть на биографию Фридриха без блеска и мифов, то это не история о великом бизнесмене. Нет, это история о человеке, который просто не сдавался. Он шел туда, где другие не решались. Он менял города, страны, даже имя, лишь бы не стоять на месте. И, возможно, именно этот внутренний мотор и жажда постоянного движения, готовность к риску, способность обманывать судьбу и убеждать других, что все под контролем, и стало главным наследием, которое он оставил своим потомкам. Фридрих Трумп не строил башен, он строил характер. Именно на нем потом его внук возведет свои золотые небоскребы. В архивах сохранилась фраза, написанная им в письме жене. «Америка – место, где даже цирюльник может стать хозяином». Он стал. А его фамилия, пусть и немного измененная, стала символом амбиций, риска и вечного желания доказать, что ты достоин большего. Так началась империя Трампов. Империя, которая родилась не из богатства, а из дерзости. Фридрих Трумп строил характер, а его сын Фред построил систему. Фред Крис Трамп родился в 1905 году в Бронксе. С самого детства он знал, что успех – это не роскошь, а обязанность. Он рос в эпоху, когда Америка только начинала верить, что небоскребы могут быть выше облаков, а фамилии выше обстоятельств. Фред учился в средней школе Ричмонд-Хилл в Куинсе. После уроков ни вечеринки, ни бейсбол, а работа. Кэдди на поле для гольфа, курьер, разнорабочий. Он привык вставать раньше солнца и никогда не опаздывал на встречу к своей мечте. Его мать Элизабет после смерти мужа продолжила семейное дело. Фред видел, как она в одиночку управлялась с документами, арендаторами, стройкой. Он мечтал строить. Без диплома, без лицензии, но с амбициями, которые трудно измерить. По вечерам ходил на курсы плотников, читал чертежи, заочно изучал сантехнику, электрику и каменную кладку. В январе 1923-го, окончив школу, Фред устроился доставщиком пиломатериалов, а уже через год получил свой первый шанс. Мать одолжила ему $800 на первый дом. Дом был, конечно же, скромным, но именно из него началась история, которая позже обернется продолжением империи Трампов. Так появляется компания Elizabeth Trump & Son, записанные на имя матери, потому что самому Фреду было еще мало лет, и он не мог официально владеть бизнесом. В 1925-м фирма уже строила дома в Куинсе, а в 1926-м 20 новых зданий, часть из которых Фред продавал еще до завершения стройки, чтобы финансировать следующий. Он создавал поток, не дожидаясь прибыли. Его подход был прост: быстро, дешево, надежно. Он не гнался за престижем, он гнался за оборотом. Фред занимался строительством одноименных домов в Куинсе, районе, где рабочие мечтали о своем первом жилье. Но потом Америка замолчала. Началась Великая депрессия. 1929 год. Банкроты, очереди за хлебом, самоубийства банкиров, которые вчера еще управляли миллионами. Америка словно потеряла дыхание. Фред Трамп в это время был молод, амбициозен и не имел права на ошибку. Он видел, как рушатся банки, застройщики закрывают проекты, а люди покидают дома, не способные выплатить ипотеку. Для большинства это было бы концом. Для него лишь начало. Он понял, если люди не могут купить жилье, они будут его снимать. И именно тогда среди пустующих кварталов и заброшенных зданий Фред Трамп начинает покупать землю и достраивать дома, создавая жилье для тех, кто просто хотел крышу над головой. В это время он впервые стал настоящим предпринимателем. Он строил не ради богатства, а ради выживания. Но именно в выживании он нашел свою формулу успеха. Его проекты — это не роскошь, а практичность. Никаких лишних деталей. Каждый кирпич на счету, каждый доллар — инструмент. Фред превращал кризис в ресурс. Он понял, что Великая депрессия не убивает Америку. Она создает ее заново и делает сильными тех, кто не боится начинать снизу. И именно тогда появляется его первый крупный эксперимент – магазин самообслуживания. Для тех лет это было настоящее откровение. Покупатели могли сами выбирать товары, не обращаясь к продавцу за прилавком.
Фред построил здание и превратил его в один из первых таких магазинов в Вудхейвене. Он понимал, прогресс – это не только бетон, но и мышление. Магазин Трампа обрел свой собственный слоган «Обслуживай себя и экономи», который быстро стал популярным. Через 6 месяцев Фред продал его сети супермаркетов King Kylin. Во время Второй мировой войны Трамп получил контракты на строительство бараков и домов для военнослужащих. Он стал одним из самых надежных подрядчиков федерального правительства. После войны новый вызов. Миллионы ветеранов вернулись домой и нуждались в жилье. Фред снова был первым в очереди. Его проекты Шор Хейвен и Трамп Виллидж в Бруклине обеспечили тысячи семей собственными квартирами. Он строил быстро, дешево, массово. Фред построил более 27 тысяч низкобюджетных квартир в разных частях Нью-Йорка. В 1938 году газета Brooklyn Daily Eagle назвала Трампа Генри Фордом индустрии жилищного строительства. Государство щедро финансировало такие проекты, и Трамп умел превращать каждый доллар субсидии в несколько квадратных метров прибыли. Его критиковали за махинации, за игру с цифрами, но доказать ничего не могли. Он просто слишком хорошо знал правила, чтобы их нарушать. Но был и другой Фред, строгий, расчетливый, трудоголик. Он не пил, не курил, не праздновал. Каждое утро объезжал стройки, каждый вечер проверял счета и гвозди. Да, гвозди. Он считал их, чтобы ни один не пропал. Он заставлял убирать гвозди с пола, чтобы сэкономить. Он до сих пор так делает. Даже сейчас. Но помимо всего, Фред был еще и гением маркетинга. Представляете, что он сделал? Он купил яхту, написал огромными буквами на ней свою фамилию Трамп и повесил американский флаг. И когда он проплывал рядом с побережьем Кони-Айленда, где отдыхало много людей, то включал в этот момент гимн США. Все на берегу просто должны были встать под патриотическую песню и, конечно же, обращали внимание на яхту с ярким названием, которое он просто использовал для рекламы своего бизнеса. В 1950-х он стал миллионером, но оставался человеком, для которого успех – это результат дисциплины, а не удачи. Его кредо было простым – бери меньше, строй больше, а обещай дешево, давай вовремя. Однако к 1970-м все изменилось. На сцену вышел его сын Дональд Трамп. Молодой, дерзкий, с амбициями не строителя, а завоевателя. Там, где отец видел ответственность, Дональд видел сцену. Там, где отец строил из кирпича, Дональд – зеркальный фасад. Фред дал ему старт, капитал, связи и имя. Но главное, дал ему урок, что в Америке важно не только быть, но и казаться. Трамп умер в 1999 году, оставив за собой миллионы долларов, тысячи построенных домов и наследие, на котором его сын возведет не просто здание, а собственный миф. Фред Трамп был не просто строителем, он был стратегом. В бизнесе, в жизни и даже после смерти. Он понимал, в Америке, если ты не думаешь на несколько шагов вперед, налоги могут съесть половину всего состояния. Поэтому, когда пришло время задуматься о наследстве, он поступил как истинный архитектор. Не оставил деньги, а оставил систему. Фред не передал детям наличные. Он знал, что тогда государство возьмет свое, и немало. Вместо этого он раздал им доли в семейной компании по 20% каждому, а остальное спрятал в трастовых фондах. Так он сохранил внутри фамилии все, что строил десятилетиями. Любая империя начинается с семьи, а в семье Трампов все было как в бизнесе. Каждый ребенок – проект, каждая ошибка – убыток. У Фреда и Мэриэн было 5 детей. Мэриэн, Фред-младший, Элизабет, Дональд и Роберт. Каждый из них рос под давлением. Будь лучше, строй выше, зарабатывай больше. Фред-младший – старший брат Дональда. Он не хотел строить дома. Он хотел летать. Пилот. Человек не с чертежами, а с романтической мечтой. Но отец называл это позором. «Водитель автобуса с крыльями», — говорил он. Мой первый сын – чертов водитель автобуса с крыльями. Фредерик, прошу. Ты хоть понимаешь, какой это позор для нас? Всякий раз, как меня спрашивают о семье, я не упоминаю тебя, Фредди. Вот настолько мне стыдно за тебя. Фредерик, хватит. Семейный бизнес не про мечты, он про бетон и контроль. Фред-младший не выдержал такого давления. Алкоголь стал его укрытием от семейных ожиданий. Он умер в 42 года.
Я желаю тебе счастья. Дай выпить. Нет, уж нам достаточно. Ладно. Спасибо большое. Это мой младший брат. Думаешь, у меня нет денег? Я знаю, но я же угощаю, так? Возьми фуражку. Пригодится. Роберт, младший брат, был полной противоположностью Дональду. Тихий, дипломатичный, мягкий, работал в семейной компании, но всегда оставался в тени. Он ушел в 2020-м от кровоизлияния в мозг. Мэриэн Трамп Барри, старшая сестра, судья федерального суда, умна, рассудительна. Она не раз критиковала брата за отсутствие морали и стыда. All he wants to do is appeal to his base. He has no principles. None. Когда в 2023-м ее не стало, Дональд сказал, она была лучшей, даже когда ругала. Элизабет, банкир, жена телевизионного продюсера, всегда держалась подальше от семейных бурь. Единственная, кто до сих пор жив. Может быть, потому что просто выбрала тишину. Семья Трампов как зеркало Америки 20 века. Жесткая, амбициозная, с верой, что побеждает только сильный. Фред учил детей, что тот, кто не строит, разрушается. И Дональд усвоил это буквально. Well, I think my greatest inspiration was my father, Fred C. Trump. He was a builder. He was a great guy. He was my friend. And he really had a good take on life. He understood life. He was a happy guy. And what made him happy was that he enjoyed working. Если Фред Трамп строил дома, то его сын Дональд строил миф, причем с самого детства. Он родился не с серебряной ложкой во рту, а с чековой книжкой на $300 тысяч, оставленных отцом в трастовом фонде. Подарок от Фреда сыну, чтобы тот не просто жил, а начал игру на уровне богов. Не заработанные, не выигранные, а заложенные в его ДНК. Фред Трамп построил не только дома. Он построил для своего сына взлетную полосу, с которой продолжится полет под названием «Империя Трампов». Но Дональд не собирался быть просто наследником. Он собирался быть легендой. Дональд рос не пай мальчиком. Источники вспоминают, в 8 лет он поставил учителю музыки фингал под глазом. В 13 лет его отправляют в Нью-Йоркскую военную академию. Отцу казалось, что это выбьет из него заносчивость. Вышло наоборот. Трамп закалился, научился подчинять, командовать и понял, что дисциплина скучна, но вот власть вкусная. 60-е. Америка горит. Вьетнам становится телевизионной войной. Каждый день похоронки, протесты, лица парней, которые не успели даже поступить в колледж. А где-то в Куинсе юный Дональд Трамп понимает, что его место уж явно не в окопах, а на вершине. По документам все выглядело прилично. 4 отсрочки для учебы в военном колледже и 5-я по состоянию здоровья. Диагноз – шпоры на пяточной кости. То есть, грубо говоря, Трамп не мог маршировать. Слишком больно. Странно, ведь чуть позже он вполне свободно играл в гольф. Без костылей, без боли, с драйвом. А теперь внимание к детали, от которой вся история становится по-трампски интересной. Ту самую справку о пяточных шпорах выписал небольшой частный доктор, который снимал квартиру у Фреда Трампа, отца Дональда. Да, того самого Фреда Трампа, который был известен тем, что не любил переплачивать ни цента. Но, как рассказывали позже, после этого медицинского заключения доктор вдруг стал платить меньшую аренду. Классическая сделка в духе семьи Трампов. Ты мне справку, я тебе скидку. Американская мечта, как она есть. После академии Дональд поступает в Уортон, школу бизнеса при Пенсильванском университете. Но где-то внутри он мечтал о другом. Он хотел быть режиссером, снимать фильмы. Но ему отказали в поступлении на кинорежиссуру, и тогда он решил, если я сейчас не могу попасть в кино, я сделаю так, чтобы жизнь вокруг меня стала кино. И сделал. Как мы помним, его отец Фред строил скромные кирпичные дома, панельки Бруклина. Без риска, без шика. Но Дональд хотел Манхэттен. Он мечтал о стекле, золоте и признании. Отец считал это глупостью. Следовало поговорить со мной о планах на Коммодор, прежде чем объявлять. А теперь кажется, будто я не управляю своей же компанией. А Дональд увидел в этом шанс. И однажды, когда Фред дал ему первый кредит, младший Трамп сделал то, что отличало его от всех. Взял риск и продал мечту еще до того, как она существовала. 1976 год. Молодой Трамп заключает сделку, которая позже входит в учебники.
Он берет заброшенный отель «Командор», убеждает власти города дать ему налоговые льготы и превращает руины в Гранд Хаятт Хотел. Я думаю о трехэтажном атриуме, а эту сторону до самого низа обшить зеркальным стеклом, ясно? В таком случае стоит посмотреть наверх, и будет видно Крайслер Билдинг, центральный вокзал Нью-Йорка и другие достопримечательности, отраженные в стекле. Это изменит атмосферу в районе. И впервые на небоскребе Нью-Йорка загорается фамилия Трамп. Фред гордится. Я знаю, я был строг с тобой, да? Но посмотри на себя, а? Ты убийца, король, но... Журналисты аплодируют. Да? А сам Дональд чувствует, что игра началась. Он понял главное. В мире успеха увековечивают не здания, а имена. Дональд звонил в газеты, представляясь Джоном Барроном, вымышленным пресс-секретарем компании Трамп, чтобы сливать самим себе выгодные о нем слухи. Он создавал инфоповоды просто из воздуха. Медиа поверили, Нью-Йорк полюбил его. И Трамп стал символом роскоши. Интересно, что Дональд был очень глубоко вовлечен и в само строительство. Он был ходячей библиотекой, мог часами рассказывать о любом здании города и дать ему полный анализ. 1983 год. Нью-Йорк. Город, который устал от мусора, преступности и серых бетонных коробок. И вот посреди всего этого поднимается она, Трамп Тауэр. Золотой водопад среди стеклянного океана. Интересно, сколько жрет электричество? С виду очень непрактично. Храм капитализма, где даже лифты звучат как реклама успеха. Критики называли это архитектурным нарциссизмом. Трамп же считал, что это отражение возможностей. И знаете, в этом было что-то по-американски честное. Он не прятал амбиции, он увековечивал их в архитектуре. Башня стала метафорой самого Дональда. Чуть перебор, чуть безвкусно, но чертовски эффектно. Мрамор из Италии, бронза из Японии, золоченые перила, каскады воды – все сияло. Если бы скромность была валютой, то Трамп бы точно жил за чертой бедности. Но чего уж скрывать, башня сработала. И даже отец, тот самый Фред Трамп, который всю жизнь строил серые кирпичные дома на окраинах Бруклина, пришел на открытие. Он сказал сыну, он все-таки сделал это. И эти слова для Дональда стоили больше, чем миллиардный контракт. Это был не просто небоскреб, это был момент, когда сын превзошел самого отца. Когда фамилия Трамп перестала быть семейным делом и стала брендом. А Дональд понял, люди любят не красивые здания, люди любят шоу. И Трамп дал им это. После Трамп Тауэр Дональд решил, что покорил Нью-Йорк, а значит пора покорять все остальное. Город-казино, Атлантик-Сити. Место, где мечты растворяются чаще, чем джекпот. И Трамп, как всегда, пришел не играть, а владеть игрой. В 1984 году он открыл Трамп Плаза, в 1985-м Трамп Касл, а в 1990-м Тадж-Махал. Это было 8-е чудо света, самое дорогое казино Америки. $700 миллионов инвестиций, мрамор, люстры, ковры из Индии. Слонов, правда, не было, но все остальное сияло, как при дворе шаха. 2 новых казино в Атлантик-Сити всего за 2 года. Дональд Трамп не перестает нас удивлять. Похоже, расширение его империи не знает границ. Роскошь стоила дорого. Кредиты под бешеные проценты. И вот король просыпается однажды утром, а его королевство на грани банкротства. Но Дональд не тот, кто сдается. Он не теряет самообладание. Он делает то, что умеет лучше всех. Строит иллюзию. Он устраивает пресс-конференцию и заявляет, что собирается расширяться. На самом деле расширялись только долги. К середине 90-х они перевалили, внимание, за $4 миллиарда. Просто вдумайтесь. Фред Трамп, старый волк недвижимости, чувствуя, что сын тонет, отправляет своего адвоката в одно из его казино. Тот покупает фишки на $3 миллиона, но, конечно же, не играет. Просто помогает Дональду не рухнуть. Семейная поддержка в чистом виде. Без объятий, только кэш.
Но кризис не миновать. Трамп продает яхту, купленную у султана Брунея, продает свою авиакомпанию Трамп Шаттл и даже доли в компаниях, которые еще вчера красовались в журналах. Огребешь избыточную задолженность, окажешься по уши в долгах. Я не рекомендую. Я знаю, что делаю. Ясно? Дональд тот, кто превращает падение в пилотный выпуск нового шоу. Он делает то, что делал всегда. Переигрывает всех. Перестраивает бизнес, реструктурирует долги и начинает продавать не здания, а свое имя. Так на свет рождается новый продукт – The Trump Brand. Теперь он не застройщик, он бренд, логотип, миф. Трамп водка, Трамп стейкс, Трамп University, Трамп Home, Трамп Ice. И если бы кто-то придумал Трамп Oxygen, то Трамп бы одобрил и это. Трамп понял, продавать можно все, если делать это с уверенностью миллиардера. Это продается. Эго здесь ни при чем, это деньги. В деловом мире Нью-Йорка есть люди, которых называют легендами. Для Дональда Трампа таким человеком стал Рой Кон, адвокат которого не зря рисовали даже в «Симпсонах». Рой был не просто юристом, это стратег, тактик, мастер психологических игр. Он научил Дональда принципам, которые тот применял всю свою жизнь. Открою тебе маленький секрет. Есть правила. 3 правила победы Роя Кона. Атакуй первым, никогда не признавай поражения, а если проиграл, объявляй себя победителем. Дело такое же фальшивое, как 3-долларовая купюра. Мы в очень выгодном положении. Трамп познакомился с Роем в начале 80-х, когда молодой Дональд пытался пробить себе путь на Манхэттене и вращался в элитных клубах. Рой увидел в нем не только дерзкого новичка, но и человека с потенциалом, способным создать свой бренд. It's really just a wonderful thing if you can have a mentor. Having a mentor makes a big difference in life. Now, you have to look around who's somebody that you aspire to be or to be like, but having a mentor is a wonderful thing. Рой Кон буквально вбивал в голову Трампа правила игры. Играй не с мячом, а с людьми. Играй с людьми, а не с мячом. Он показывал, что любая сделка – это психологическое сражение, и Дональд слушал. Именно с Роем он отрабатывал технику давления на инвесторов, оппонентов и СМИ. У адвоката даже была комната, где хранился компромат на многих влиятельных фигур Америки. Рой сопровождал Трампа в сложнейших переговорах по Трамп Тауэр, Командер Хоутел и казино в Атлантик-Сити. Когда дело доходило до судебных баталий, именно Рой указывал Дональду, когда атаковать, а когда просто вести шоу. И вот что интересно, Дональд и Рой были не только деловыми партнерами, но и своего рода тандемом шоумена и стратега. Рой учил Дональда использовать СМИ как оружие, создавать скандалы, чтобы отвлечь внимание от проблем и превращать каждое поражение в победу. Когда Трамп впервые пытался выбивать долги за аренду, это Рой стоял рядом, направляя и подсказывая, где давить, а где отступить. Фактически Рой Кон стал первым учителем Дональда в мире жестких сделок. И пусть Рой всегда оставался за кадром, его принципы и философия сопровождали Трампа всю жизнь. Mr. Trump, what's left in your life? You're 33 years old, you're worth all this money. You say you didn't say that you want to be worth $1 billion. No, I really don't. I just want to keep busy and keep active. Could $1 billion buy the White House? Параллельно Трамп не только играет в серьезные игры, но и строит семейную жизнь. Он был женат трижды, и все его избранницы просто небывалые красавицы. Первая жена – Ивана Трамп. Чешская модель, спортсменка, умная, амбициозная, железной хваткой. Именно Рой настоял, чтобы они с Дональдом заключили брачный контракт, чем, честно говоря, очень сильно обидел Ивану. Не надо морочить мне голову. Никто не морочит тебе Я тоже голову. могу нанять дешевого адвоката. Можешь оставить подарки. Мне все это не сдалось. Нервничай. Оставь подарки. Забудь. Боже мой. Она управляла отелями и проектами мужа, и в какой-то момент она стала для него не любимой женщиной, а деловым партнером. Трамп этого не вынес. Каждый вечер дома указывает мне, что делать. Не жена, а деловой партнер. В этом браке родились двое сыновей – Дональд и Эрик, и дочь Иванка. Позже начались скандалы, измены, заголовки, развод, шоу на весь мир. Цена 25 миллионов. If the man suddenly goes and starts to exercise and loses 1,000 pounds and he is polishing his nails and he has the, he goes and he buys the new suits and all that, there are usually signs that it is something out of the character of the person. And if he didn't do it for you,
who is he doing for? В июле 22 года Иванна Трамп уходит из жизни, и место ее последнего покоя не готическая часовня на Манхэттене, не престижное кладбище в Нью-Джерси, а вдумайтесь, поле для гольфа. Да, именно там, где Дональд сам проводил свои выходные, а клиенты играли партию за партией. Трамп National Golf Club в Бедминстере. Первая лунка, уединенная аллея деревьев и кустарников. На могиле простой памятник Иванна Трамп. Даты жизни и смерти. Ничего лишнего. Но не будем забывать, что Трамп человек практичный. В штате Нью-Джерси земля под кладбище освобождается от ряда налогов. Недвижимость, доход, наследство. И похороны здесь могут означать значительные финансовые льготы. Скажем прямо, идея сэкономить на налогах не чужда Дональду даже в самых трогательных моментах жизни. Вторая жена Марла Мейпс. Актриса, 17 лет разницы. Журналисты называли ее наследницей Мэрилин Монро. Она подарила Трампу дочь Тиффани, но быстро поняла, что быть женой Трампа значит жить в его тени. В 1999-м они расстаются. Третья жена Мелания Кнаус. Модель из Словении, сдержанная, хладнокровная, безупречная в кадре. Она стала не просто женой, а брендом рядом с брендом. С ней он зашел в Белый дом и с ней пережил все. От скандалов до покушений. Иммигрантка из Словении, модель и актриса, родила в этом браке Трампу 5-го ребенка, сына Бэрона. Потом Трамп делает то, что умел лучше всех. Превращает жизнь в сериал. Помните, он как-то хотел стать кинорежиссером. Ему отказали. Ирония в том, что позже весь Голливуд работал на него самого, даже не осознавая этого. Дональд Трамп начал появляться в фильмах. Кто не помнит тот момент из «Один дома 2». Маленький Кевин, потерявшийся в огромном Нью-Йорке, и высокий мужчина с фирменной прической показывает ему путь. Да, всего одна реплика. И миллионы зрителей по всему миру подумали, кто этот парень, который ведет даже Макалея Калкина. Но «Один дома 2» лишь вершина айсберга. Дональд успел засветиться в десятках других фильмов. «Любовь с уведомлением», где он наставляет Хью Гранта. Трамп? И кто же твой новый советник? Если она хороша, я уведу ее. «Образцовый самец», где сидит рядом с Беном Стиллером. «Компаньон» с Вупи Голдберг. «Маленькие негодяи», где Дональд играет вымышленного злодея. «Студия 54», где Трамп тусуется с элитой Нью-Йорка. И, конечно же, эпизоды в сериалах «Секс в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Дни нашей жизни», в которых он играет камео, то есть самого себя. Голливуд аплодирует, публика смеется. И вдруг на аллее славы в Голливуде появляется звезда. Имя Дональд Джон Трамп. Но не за актерскую игру, а за продюсирование реалити-шоу, которое изменило не только телевизор, но и политику. 2004 год. На канале NBC выходит The Apprentice. 12 амбициозных участников, офис на Манхэттене и босс Дональд Трамп. Каждую неделю они соревнуются, кто продаст больше, кто построит быстрее, а в конце кульминация. You are fired. You're fired. You're fired. You're fired. 2 секунды, и карьера участника рушилась, а карьера Трампа взлетала все выше. Шоу стало вирусным задолго до появления ТикТока. Его смотрели по 7 миллионов человек еженедельно. Фраза «You are fired» стала культурным мемом, а сам Трамп стал национальным символом безжалостного успеха. Америка не только простила ему долги, она поставила их в прайм-тайм. Шоу продолжалось 14 сезонов, пока Трамп не покинул его в 2015, чтобы перейти на новую арену Белый дом. Но даже тогда его звезда на аллее славы оставалась напоминанием. Бизнесмен, шоумен, президент – все это лишь просто разные сезоны одного сериала. Правда, у этой звезды была и своя карма. Ее били молотками, рисовали по ней граффити, замуровывали цементом, особенно в 2020-м во время протестов Black Lives Matter. Но звезда каждый раз восстанавливалась, как и ее владелец. Трамп понял простую вещь. В мире, где внимание новая нефть, тот, кто умеет быть центром скандала, никогда не бедствует. И он шел дальше. Трамп University стал его первым онлайн-инфобизнесом, задолго до блогеров и марафонов желаний. Trump University was founded in 2005, promising to teach people how to make money off real estate. But as the Washington Post reported, it wasn't even a university or even a school. It was just a series of seminars held in hotel ballrooms across the country that promised attendees they could get rich quick, but were mostly devoted to enriching the people who ran them. They held seminars in hotels and called it a university.
So it basically had the same logic as going to a Holiday Inn Express for medical school. Трамп говорил, что его университет дает знания, которые невозможно получить в Гарварде. И знаете, он не соврал. В Гарварде хотя бы выдавали диплом. Курсы по недвижимости, управлению активами, предпринимательству, цена от 10 до 35 тысяч долларов. Каждому выдавали сертификат, папка с логотипом и ощущение, что ты почти Дональд Трамп. Правда, после окончания студенты понимали, они получили не бизнес-образование, а мастер-класс по маркетингу, причем от самого учителя. At Trump University, we teach success. That's what it's all about. Success. It's going to happen to you. Университет Трампа юридически не был университетом. Он не имел лицензии на образовательную деятельность, и никакая комиссия по образованию не признавала его дипломы. И в 2010-м сказка кончилась. Слушатели подали иск против Дональда Трампа. Они утверждали, что семинары пустые, преподаватели обычные продавцы, а личные советы Трампа – это видеозаписи 5-летней давности. В 2011-м дело заинтересовало Генеральную прокуратуру Нью-Йорка. Следствие нашло многочисленные признаки мошенничества. А уже в 2013-м последовал третий коллективный иск. И все же Дональд снова сделал невозможное. В 2016 году, прямо во время президентской кампании, его адвокаты заявили: все споры урегулированы. И опять, цена вопроса – 25 миллионов долларов. Цена репутации при этом – 0. Потому что Трамп к тому моменту уже стал кандидатом в президенты США. Вопрос, который все еще остается без ответа. Он злодей или просто человек, который слишком сильно верит в американскую мечту? Башни, шоу, журнальные обложки. Америка знала, кто здесь главный. Но где скапливаются деньги и власть, туда всегда тянутся люди потемнее. И среди них был человек, чьи вечеринки позже станут символом мерзости – Джеффри Эпштейн. Они познакомились в 90-х, оба обожали роскошь, оба жили в Нью-Йорке, оба играли по своим правилам. Дональд считал Джеффри неплохим парнем. Годы спустя, когда всплыли первые обвинения против Эпштейна, Трамп поспешил откреститься. «Я первым выгнал его из клуба Мар-а-Лаго. Мне не нравилось то, что я услышал». Возможно, это правда, а может, просто попытка стереть номер из записной книжки прошлого. В расследованиях имя Трампа появлялось рядом с Эпштейном не раз, но прямых улик не нашли, только фотографии, воспоминания и неприятное чувство, что даже на вершине мира Дональд Трамп стоял рядом с людьми, от которых пахло скандалом. Дональд обожал быть в центре любой компании, особенно если рядом были звезды, миллиардеры и телекамеры. Его друзья, это не просто друзья, это титаны эго, как и он сам. В разные годы Дональд Трамп дружил с Мухаммедом Али, с Майклом Джексоном, самим Хью Хефнером, легендарным основателем Playboy. Говорят, на вечеринках Трампа можно было встретить целый Голливуд. Если у кого-то не было приглашения, он мог просто купить соседний небоскреб, чтобы быть ближе к тусовке. Список знакомых пополнялся быстрее, чем портфель его компании. Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян – все хоть раз появлялись рядом. А вот с Илоном Маском отношения были и есть особенные. Двое гениев самопиара, два разных видения мира и один вопрос – кто громче в Твиттере? В 2017-м, когда Трамп стал президентом, Маск вошел в его совет по бизнесу, но долго не выдержал. Ушел после выхода США из Парижского климатического соглашения. Два лидера постоянно обменивались сообщениями в Твиттере, подтекст которых был понятен только им. Да, это не дружба, это скорее битва за звание главного героя Твиттера. И все же Трамп всегда умел дружить выгодно. Если ты певица, он даст тебе сцену. Если ты спортсмен, он даст тебе спонсора. Трамп пробовал себя в роли владельца команды по американскому футболу Нью-Джерси Generals. Если ты миллиардер, он даст тебе обед в резиденции Мар-а-Лаго. В мире, где все измеряется популярностью, Трамп понимал главное. Настоящая сила не в деньгах, а в том, кто захватывает внимание. И на этой арене он не просто был королем, он был режиссером собственного шоу. Так, в 1987 году вышла его первая книга «Искусство заключать сделки». 13 недель подряд абсолютный лидер списка New York Times Bestsellers. Не просто мемуары, не просто бизнес-гид, это была Библия самоуверенности. В ней Трамп не стеснялся говорить о себе как о человеке, который видит возможности там, где другие видят проблемы. А еще о том, что в сделке главное не правда, а впечатление от правды. И знаете, у него получилось. Книга продалась миллионами копий и стала настольной для целого поколения американцев,
мечтающих о богатстве. Трамп превратился не просто в бизнесмена, а в философа капитализма. Потом была «Выживание на вершине», книга, написанная на обломках его империи, когда долги подбирались ближе, чем сами фанаты. Там Трамп впервые показывал себя не богом, а человеком, который умеет падать и вставать. Через 7 лет он выпустил «Искусство возвращения», ироничную, такую почти исповедальную работу. «Одно из проклятий американского общества – рукопожатие», писал Трамп. «Чем успешнее ты становишься, тем грязнее кажутся руки вокруг». Он называл себя одержимым чистыми руками, но ирония в том, что потом эти самые руки придется пожимать сотням мировых лидеров, от Папы Римского до Ким Чен Ына. А еще он прославился своими фирменными похлопываниями собеседника по плечу, что ставило людей явно в очень неловкое положение. В 2000-м он выпускает книгу «Америка, которую мы заработали». Это предчувствие политики, манифест будущего президента. «Америка утратила уверенность, но я могу вернуть ее», писал он. И да, это было за 16 лет до того, как он действительно сел в кресло президента США. Всего у Дональда около 20 книг. Конечно, половину писали за него, но идея всегда была его собственная. И идея простая, почти гениальная. Если ты не веришь в свой миф, кто поверит в него вместо тебя? Для кого-то эти книги пустой пафос, для кого-то учебник уверенности. Но факт остается фактом. Трамп не просто писал про успех, он продал Америке ее любимую сказку. Сказку о человеке, который сделал себя сам. И, может быть, в этом и есть его главное искусство. Не заключать сделки, а превращать свою жизнь в вечную обложку бестселлера. Кстати, что касается обложек, то Трамп побывал только на обложке журнала Times более 40 раз. Карьера Трампа похожа на американские горки, но ему грозили и реальные сроки. 2021 год, штурм Капитолия. Для обычного человека это был бы просто конец. Но Дональд Трамп – человек, который умеет превращать хаос в шоу. В тот момент ему грозило 130 лет тюрьмы только за один эпизод. Добавьте к этому десятки других дел. Халатное хранение секретных документов, нарушение закона о выборах, еще какие-то другие невероятные обвинения. В сумме почти 450 лет. Да, вы не ослышались, 450 лет. На горизонте маячила тюрьма, которая могла бы растянуться на 7 веков в общей сложности. Но Дональд, как и во всех своих бизнес-проектах, пошел ва-банк. Он использовал главное оружие – свой бренд. Камеры, интервью, пресс-релизы, мемы – все, что могло отвлечь внимание, он использовал в своих интересах. Через 1,5 часа после того, как Трамп сделал фото в полицейском участке, стали продавать его мерч. За несколько дней его команда заработала на этом больше 7 миллионов долларов. Интересно, что когда у Дональда вообще были проблемы с законом, все его родственники и даже бывшие жены всегда его поддерживали, давая комментарии в СМИ. У нас же, представьте, все бывшие мочили бы и топили бы тебя как только могли. А тут все наоборот. Настоящая сила династии. Как профессиональный шоумен, он превращал судебные процессы в телевизионные шоу, где главный герой был только один – он сам. Он учился так всю свою жизнь. Крах казино – вышел сухим. Неудачные проекты в недвижимости – вышел сухим. Иски против университета – вышел сухим. Штурм Капитолия и угроза тюрьмы на века – снова выход сухим. Кажется, это не стратегия, это генетически заложенный инстинкт и способность превращать хаос в ресурс, а внимание публики в капитал. Дональд Трамп всегда мечтал быть частью истории. И как бы кто ни относился к Дональду Трампу, у него это получилось. Миллиардер, президент, шоумен, герой пародий и мемов. Человек, который успел стать и хитом заголовков, и мемом на ТикТок, и даже номинантом на Нобелевскую премию мира. Да, дважды. Впервые за попытку нормализовать отношения между Израилем и арабскими странами, во второй раз за инициативы в сфере международных переговоров. Ирония судьбы, человек, чьи твиты могли обрушить фондовый рынок, рассматривался как кандидат на награду мира. Но если бы у Нобеля была премия за пиар десятилетия, Трамп получил бы ее точно без конкурентов. Интересно, что Дональд Трамп пытался построить империю и в России. Было больше 5 попыток в разные годы, чтобы реализовать эту цель. Он хотел построить Trump Tower Moscow, сияющий небоскреб в самом центре российской столицы. Башня должна была стать символом новой эпохи. Были встречи, планы, эскизы, даже фуршеты, но
реальность вмешалась. Сначала распад СССР, потом санкции, потом скандалы. И проект растворился, оставив лишь легенду о самой высокой башне, которая так и не взлетела. Трамп всегда держался на волоске. Не только от банкротства, но и от смерти тоже. И вот июль 24 года. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Митинг в Пенсильвании. Толпа, флаги, привычные лозунги, и вдруг выстрел. Пуля прошла в миллиметрах от головы Дональда. Кровь на щеке, поднятый кулак и тот самый взгляд. Взгляд человека, который будто говорит: даже смерть – это часть шоу. Он выжил. Конечно же выжил, как и всегда, как будто кто-то там наверху сам хочет досмотреть этот сериал до конца. А когда мир захлестнул очередной скандал, тот самый разговор с Зеленским, где дипломаты хватались за головы, а журналисты за микрофоны, Трамп лишь усмехнулся и сказал: это будет отличное шоу. И он не ошибся. Его жизнь – это действительно шоу. Рейтинг всегда высокий, хейтеров достаточно, поклонников еще больше. 3 поколения семьи Трампов. Династия как символ одной идеи. Америка – это не страна шансов. Это страна тех, кто умеет их строить. Что такое Трамп? Бренд, семейный бизнес или просто самый длинный ситком в истории человечества? Иногда история делает полный круг. В июне 2025 года во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца в США в Белом доме вручили Дональду Трампу подарок – копию свидетельства о рождении его деда, Фридриха Трумпа, цирюльника из крошечного немецкого городка Кальштадт, который когда-то сбежал в Америку и искал удачу, а в итоге создал фамилию, которую теперь знает весь мир. 120 лет спустя его внук с золотым пентхаусом, собственной авиалинией и звездой на Аллее Славы принимал этот документ не как исторический артефакт, а как напоминание. Все, что блестит сегодня, началось с человека, который просто хотел подстричь кого-то за $1. Фридрих строил судьбу, Фред – дома, а Дональд – легенду. Каждое поколение добавляло этаж в эту башню. Башню, где цементом стала не бетонная смесь, а дерзость, амбиция и врожденное ощущение, что Америка принадлежит тем, кто в нее верит чуть сильнее всех остальных. Империя Трампов. Семейное шоу длиной в столетие. Ну и обещанный бонус. Вот эту вот прекрасную книгу «Искусство сделки» я отдам тому, кто выполнит пару простейших условий из описания ниже. Действуйте. Друзья, напишите в комментариях, как вам новый формат на моем канале. Если будет обратная связь, то я продолжу для вас делать интересные видео на тему недвижимости на примере громких имен. Для тех, кто хочет поддержать мое творчество, ниже есть кнопка «Спасибо» и «Спонсорство». Буду благодарен каждому. Ну и вопрос напоследок, только честно. Кто из вас еще не подписался и не поставил лайк под этим видео? Исправляйтесь скорей.